Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами в этом видео поговорим о предметах, которые нельзя одалживать ни в коем случае, даже если это ваши будут самые родные и близкие люди. Что это за вещи и как это может повлиять на ваше финансовое благополучие, друзья, далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать и использовать эти, казалось бы, банальные и простые советы в своей жизни. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, в обязательном порядке ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Часто мы с вами имеем свою такую вот добрую душу и готовы помогать все и всем, не думая о последствиях. Но дело в том, что мы делаем добро, не понимая, что таким образом мы несем зло. При этом несем зло не тому человеку, даже которому мы что-либо даем, но и в первую очередь себе. Потому что любые вещи, любые предметы, которые находятся в нашем окружении, в нашем биополе, в нашем доме, имеют определенные вибрации, имеют определенную энергию. И когда мы что-то передаем, вне зависимости, это хорошие руки, это плохие руки, вне зависимости кто это, мы теряем, разрываем энергетическую связь. И таким образом мы не только не себе не помогаем, то есть вроде мы думаем о том, что мы помогли, да, сделали доброе дело, наша душа даже начинает радоваться в какой-то момент, что да, вот мы помогли человеку, а потом оказывается, что у нас проблемы возникают с деньгами, проблемы возникают со здоровьем, проблемы начинаются даже на работе. И мы первым делом задаем вопрос, а что мы сделали не так? А банальный ответ, мы просто одолжили какой-то предмет или вещь из своего дома. Итак, друзья, что же ни в коем случае нельзя одалживать? Итак, давайте начнем первое. Никогда не одалживайте кухонную утварь. Очень часто бывают такие ситуации, что к вам ни с того ни с сего забежала ваша самая дорогая вам подруга, с которой вы живете, например, в одной парадной, или забежала ваша сестра родная и попросила те же фужеры, ту же какую-то посуду, тот же миксер. И вы знаете, да, у нас еще осталось с того времени вот такая вот привычка, что помогать другим людям. Но вы должны понимать, что когда вы одалживаете, или ладно, вы даете что-то, вот просто вы дали, то вы таким образом накликать можете на себя какие-то несчастья. При этом у вас могут проблемы начинаться не только в одной какой-то сфере, а даже во всех сферах вашей жизни. Поэтому лучше всего, если вы свои чашки, тарелки, ложки, любую посуду, даже технику будете держать в своем доме и не передавать в чужие руки. И постарайтесь научиться говорить слово «нет», отказывать людям, но при этом со временем вы будете знать, что у вас не будет никаких проблем. Ну, а если им вздумается обидеться на вас, то, знаете, это, наверное, самое наименьшее из зол, которую вам суждено будет получить. Поэтому, дорогие наши милые дамы, девушки, мужчины, кто смотрит канал Эзотерика для тебя, никогда не одалживайте кухонную утварь, не нужно. Никакие ножки, ножи, вилки. Обращаем на это ваше внимание. Кухонные машины, миксеры, потому что все это, с одной стороны, улучшает вашу жизнь на кухне. Даже пароварка. Не надо одалживать. Не нужно. Помните, вы теряете как минимум свою энергию, и никто не знает, с другой стороны, за дверью, что там происходит и к чему приведет та или иная ситуация. Далее, никогда не одалживайте соль. Помним о том, что кристаллы соли точно так же, как и посуда, впитывают в себя вашу энергию, энергию вашего дома, вашей квартиры и обладают энергетической памятью. Поэтому вы практически сами своими руками отдаете свою энергию и жизненные силы другому человеку. Есть одна маленькая поправка. Если вам уж сильно хочется кому-то прийти на помощь и помочь, то тогда ни в коем случае не передавайте соль из рук в руки. А лучше, например, поставьте ее на стол или на тумбочку, и откуда ее заберет другой человек.
Потому что таким образом, когда вы передаете из рук в руки, вы передаете свою энергию. А так стол или та же скамейка или стул все-таки обрывает в какой-то степени эту энергию. Лучше также, если вы за эту соль попросите какую-то символическую плату. Пусть это даже будет 1 рубль. Возможно, в вашей стране это другая совсем валюта. Пусть это будет, то есть символическая какая-то плата. И скажите оплаченной, попросите вашу знакомую подругу, чтобы они ни в коем случае не возвращали вам эту соль, пожалуйста, потому что соль имеет определенные свойства. Кроме того, с помощью соли могут наводиться порчи, всякие негативные программы, которые вам точно не нужны в жизни. Далее, никогда не давайте никому соль. Если хотите дать, то нужно с особой осторожностью. Особенно, если у вас осталось, например, последний кусочек хлебушка или половинка хлеба. Но вы знаете, что вам нужно, например, сейчас будет кормить свою семью или вечером. Но вы не хотите идти в магазин, потому что есть еще много факторов. Не отдавайте, иначе это может привести к нищете. И в какой-то момент в вашей жизни может проиграться совсем другая ситуация. Вы стать можете в роли просящего, понимаете? Поэтому не нужно никогда никому давать хлеб. Если вам не жалко, то в таком случае не передавайте, то есть если вы хотите дать, и вы знаете, что у вас есть хлеб, который это не последний хлеб в вашем доме на данный момент, то ни в коем случае не передавайте хлеб через порог. Иначе вместе с ним вы отдаете семейное благополучие, счастье. И еще 2 таких важных правила касательно хлеба. Ни в коем случае никогда не отдавайте хлеб после заката солнца, иначе вас будут преследовать всякие неудачи, разочарования. И если же вы живете в коммунальной, например, квартире, и с тем, например, вы дружите с теми жильцами, которые также проживают в коммунальной квартире, то, пожалуйста, огласите сразу свои правила, по которым вы живете или будете жить. Объясните, что так лучше для вас и для тех людей, которые там проживают. Это очень важно. Кроме того, когда еще вы даете соль, есть еще одно правило. Соль, извините, хлеб, когда вы даете, есть еще один маленький секрет. Когда вне зависимости, кто бы вам ни постучался, подруга, знакомая, вы знаете, что вы хотите поделиться этим хлебом, то хлеб с легонечко щепоткой посолите этот хлебушек. Не надо там сильно, а буквально немножко. Это также эта практика, с помощью этой практики вы не передадите свое все изобильное и благополучное в своей жизни. Обращайте на это внимание. Также есть другая ситуация, когда вы идете по улице, и у вас бабушка или дедушка просят подаяние на хлеб. Лучше в таком случае не давать деньги, а купить им хлеб или булочки. Бывает, как правило, из опыта, бывают часто такие ситуации, что просят хлеб или просят покормить таких людей, это, как правило, пожилые люди, в субботу. Суббота – это, как правило, поминальные дни, вне зависимости, это вселенская суббота, родительская, и бывают и другие субботы. Так вот, если вы увидели, что бабушка просит у вас хлебушка, булочки, пойдите в магазин и купите те булочки, хлебобулочные изделия, которые любил тот человек, которого уже нет в вашей жизни. Подойдите к этой бабушке, дайте ей и попросите, чтобы она помянула того-то и того-то, когда она будет это есть, чтобы поставили перед ней. Это будет самое лучшее, что вы сделаете. Далее, ни в коем случае никогда не давайте, не одалживайте никакие ювелирные, любые вообще украшения ювелирные и любую бижутерию, потому что камни, металлы, они привязываются к одному человеку и не любят частых перемен. К тому же вы не знаете, какая энергетика обладает тот человек, который оденет это украшение. Возможно, это ваша подруга, которой вы с ней делите все проблемы и неприятности, и неудачи, а также радости. Но как металл себя поведет в той или иной ситуации, а также драгоценные
мои камни, вы не знаете. Поэтому лучше ваша пусть подруга побурчит, где-то на вас обидится, но ни в коем случае не передавайте все эти какие-то ценности, которые у вас есть. Далее, никогда не одалживайте обувь, любую обувь, вне зависимости, это будут босоножки, или это будут туфли, или это будут сапоги. Обращаем ваше внимание, что наши ноги имеют подпитку определенную с космоса и с Земли. Когда мы с вами идем, мы идем, как правило, всегда в обуви. И наша обувь, наше тело, наши ноги, оно оберегает. И когда вы передаете обувь другим людям, вы отдаете частичку себя и, возможно, своего везения, своей удачи. И бывает часто такая ситуация, что у того человека резко наладилось все в жизни, а у вас наоборот начинают происходить какие-то постоянные нехорошие ситуации. Поэтому ни в коем случае никогда не отдавайте не обувь и ни в коем случае не отдавайте именно вещи. Если вы хотите отдать какие-то вещи, они для вам не нужны по разным причинам, в таком случае обязательно разрывайте с ними энергетическую связь, чтобы они не подпитывались от вас и не передавали энергию другому человеку. Пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны со своими вещами. Что еще ни в коем случае нельзя передавать? Друзья, мыло, полотенца, мочалки, косметические средства, также дезодоранты и маникюрные наборы и всевозможные прочие банные принадлежности. Ни в коем случае не передавайте. Это нужно стараться, если вы себе купили, использовать только для себя. Если к вам часто приходят гости в ваш дом или, например, к вам подруга приходит переночевать, по-разному бывает ситуация, в таком случае у вас должно быть для вашей подруги не только банные принадлежности и чистое постельное белье, но и также мыло, если гелями пользуетесь, то отдельный гель должен быть и так далее, и так далее. То есть вы должны научить всех тех, с кем вы дружите, с кем вы общаетесь, что мы все дружим, но есть вещи, которые вы не готовы и не согласны передавать, потому что таким образом вы передаете всю свою энергию, вы передаете вот то изобилие и достаток, которое вы, наверное, собирали, возможно, большую часть своей жизни, а потом в один момент раз и происходит какой-то надлом, и вы не понимаете, почему он произошел. Далее, что еще не нужно одалживать? Ни в коем случае не одалживайте средства для уборки. Это может быть и швабра, и тряпка, это может быть и веник, ведро и так далее. Много чего, что связано именно с уборкой. Помните, это вещи предназначены и куплены только для вашей квартиры или для вашей комнаты. Кроме того, если у вас есть частный дом, то помним, что то, что в доме у нас один веник или одна метла, то, что на улице, это другая метла. Если у вас есть балкон и вы также подметаете, помним, в доме у нас, в квартире у нас отдельный веник, а в самом доме у нас с вами, извините, на балконе у нас должен быть другой веник. Пожалуйста, не смешивайте эти энергии, потому что если вы бы видели, как эти энергии работают и какой диссонанс они иногда приносят, вы бы так точно бы не делали. Девочки, мальчики, вот сегодня мы с вами поделились теми предметами, которые нельзя ни в коем случае одалживать. Пожалуйста, поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезны и важны. Возможно, кто-то допускает эти ошибки. Сделайте так, чтобы этого в большей вашей не было жизни, чтобы вы не отдавали своими же руками вот свое изобилие, достаток, финансовое благополучие. Мы вас всех любим, целуем, друзья, и надеемся, наши советы вам помогают в жизни.